Путин ввел в Украину войска, и они сейчас бомбят русскоязычные города, Киев, Харьков. Вот у нас есть несколько кадров оттуда. Пойдем. Путин ввел войска в Украину, и сейчас они бомбят русскоязычные города, Харьков, Я Киев. за Путина. Я хочу вам показать несколько... Я за Путина. Я поняла. Даже не буду смотреть фотографии. Ну вот это вот Ничего этому не... русскоязычных Я городах, за Путина. Харьков, Киев. Нет, ну расскажите о своей позиции. Я за Путина. Я за Путина, я во всем за него. Не-не-не, мы любую точку зрения готовы выслушать. Я не буду, видите, я не буду говорить вам, но я за Путина. Но скажите, а зачем он отдал приказ напасть на Украину? Путин ввел войска в Украину, и сейчас бомбят русскоязычные города, Харьков, Киев. Вот я хочу показать вам несколько кадров. Возможно, вы их не видели, а возможно, вы их видели. Вот. Это все верифицированные фотографии, собственно, с Reuters и Associated Press, международных агентств. Скажите, а зачем Путин отдал приказ напасть на Украину? Как думаете? Ну как, это отбить наступление более дальше на Россию. А нам кто-то угрожал? Ну, ведь Донецк. нам угрожали с помощью Донецка, Луганска. А кто нам там угрожал? Ну, вроде как вот исследования международные показали, что 57 населения вот тех областей называют себя украинцами. Собственно, геноцида там не выявили исследователи. Ну, мы вашу позицию только лишь хотим услышать, а не убеждать. Вы нашу позицию услышали. Ну вот лишь оборонение, чтобы не дать дальше войскам, то есть двинуться на Россию. Там развязать войну, то есть остановить, где она начинается. Вот Путин ввел войска в Украину, и сейчас вот бомбят русскоязычные города, Харьков, Киев. Хочу вам пару фотографий показать. Вы вообще, наверное, их видели, вот эти да? фейковые вещи. А скажите, можете рассказать, почему? Ну, война это всегда плохо. Вот так скажу. А как думаете, вот были какие-то непреодолимые причины, вообще какая-то причина вот для Ой, такого? не, я не буду. Вот сейчас вот Путин ввел войска в Украину и бомбят русскоязычные Я города. не буду комментировать это. Зачем Путин отдал приказ вот напасть на Украину? Как-то мне не хочется прям это говорить, потому что у нас как-то это... Может за это быть какая-то опасность, поэтому я лучше воздержусь от этого. Я просто за мир и все. Мне не хочется войны. Это верифицированные фотографии международных агентств Reuters, Associated Press. Вот, в связи с чем хотелось бы задать вопрос. Как вы думаете, чисто ваше мнение, зачем вот Путин отдал приказ напасть на Украину? Ну, мое мнение, чтобы защитить русских. А, То есть, ну, я одобряю, что это все. а защитить от кого? Вот поподробнее расскажите. Ну, как от кого? Ну, как от кого? Просто как считаете, как думаете? Ну, вообще, я считаю, что Путин, наверное, умный человек и знает, что делает, поэтому у меня нету какого-то негатива к этому. Значит, так надо. Вот, ну, вот это мое мнение. Значит, ну, мы же ничего, никак повлиять на это все не можем. Вот. Значит, так оно надо. Кому-то там выше. У них головы большие. Им виднее, что делать. Ну, все-таки, вот как вот вы считаете, какая причина была вот нападать именно на мирные города, вот на столицу Украины, на Харьков? То есть это я вот вам жилые дома показала, наши. Ну, я понимаю, да. И мне тоже как бы не нравится вся эта ситуация.
Не думайте, что как бы нам это все нравится, потому что я понимаю, что и санкции ведут, и все равно, получается, будет бить по нашим карманам. То есть это и инфляция, и какие-то, и безработица та же самая. Но, значит, надо так. Вот тут у меня только мое мнение такое, что, значит, будем терпеть, надо. Правительство России хочет ухудшить своим действием жизнь простых граждан. На нас уже наложены санкции, от нас уже отказываются множество стран, с которыми мы сотрудничали, могли бы дальше сотрудничать и продолжать жить. Но, к сожалению, этого не получается сделать из-за того, как наш президент и верхушка ведут себя в чужой стране. Да, такого не было, первый раз слышу, извините. Путин такого не мог сделать. Напасть на Украину, тем более. Зачем нападать, если там наши жители живут? Наши все там, Украина, Белоруссия. Но это же произошло. Почему? Почему? Случилось? Не знаю, по новостям другое говорят. Я не слышу, что Путин ввел войска специально для войны. Это Зеленский все делает. И американцы. Спасибо большое. Мое мнение, он сделал правильно, потому что уже Запад вообще озверел. Черт не знает, что творит, говорит всякие неправды про Россию. Хочет как-то его, чтобы устранить. Поэтому надо издеваться. Не надо издеваться. Надо, чтобы они тоже вели себя по-нормальному. Для этого нужно не бомбили, не обстреливали Донбасс. Мирных жителей, которые свое мнение высказали, что не хотят они быть националистическим государством, нацистским. Поэтому... Донбасс, а Киев, причем есть Киев и Донбасс? Да, Киев никто не бомбит, я этому не верю. Я считаю, это очень плохо. Конечно, нельзя мирных граждан убивать, стрелять. Это катастрофа, идет на катастрофу. Я, конечно, сначала восприняла это очень тяжело, потому что это наш братский народ, но не мы виноваты в этом. Плацдарм готовился там, и столько лет воспитывалось целое поколение в ненависти к России, к русским и к нашей истории. Эта война повысит чувство любви или больше? Скорее всего, нет, не повысит, но у нас не было выхода. Я в это верю. Но это же не Украина нападала на Россию, а Россия напала. Но политика такое дело, и Украину готовили к нападению на Россию. Я абсолютно в этом уверена. Нацбатальоны и нацики, они же никуда не делись. Они же как были там, так и остались. Мало того, угрозы сыпались. Смотрите, Украина – это независимое государство, которое не просило о военной помощи. С моральной точки зрения, как это, что значит напасть и развязать войну, которая... Превентивный удар, он всю жизнь, тысячи жизней, это правда, это горько, это больно. А что вы прикажете делать? Ждать, пока на нас нападут? Просто с 2014 года же там велись эти военные действия. Украина не хотела, мне кажется, решать этого, им всем все равно было. И когда уже подошли близ нашей границы, Путину это все надоело просто, и он решил просто, как раньше было, насколько я знаю, земля была как бы наша, считалась. Это еще СССР когда был. Путин просто решил это все вернуть и показать всем то, что, не нужна эта война, и он может ее разрешить, которая там была именно. То, что ввелись наши войска туда, с одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, плохо то, что гражданские люди просто погибают. В пятницу здесь на площади стоял пикетчик с флагом Украины. К нему подошел мой коллега и обнял его. По результатам их обоих забрала полиция, где с моим коллегой провели работу сотрудники ФСБ. Я, несмотря на то, что официальная позиция говорит о том, что это спецоперация, расцениваю это как военное вторжение. По сути, война. Потому что никто не ждал и не ожидал этого. Мы понимали, что они могут войти в ДНР и ЛНР, занять позиции, создать линию разграничения, чтобы просто больше не было обстрелов. Если там российская армия, то как бы чревато. Но то, что случилось, оно повергло в шок меня, всех, кого я знаю. Это наступление со всех сторон, которые возможны, в том числе и со стороны Беларуси. Зачем? Зачем он положил 500 человек уже своих?
Зачем? Не знаем. Да ну его нахрен.